Путин ответил Зеленскому. Предупреждение для Киева и ответ Украины. Реакция на дальнобойные удары по территории РФ. Силы НАТО подняты по тревоге. ЕС заявляет о новом нарушении воздушного пространства Альянса со стороны Москвы. Где? План по разделу Украины на несколько частей. Противник Зеленского заявляет о потере Киевом суверенитета и независимости, а также коварных целях ЕС. Детали. Немцы открыли огонь по своим. Учения НАТО по защите от нападения завершились настоящей перестрелкой и френдли-файером. Как произошла путаница и каковы потери? Россия может засыпать ЕС дешевыми дронами. Европейская стена дронов никого не спасет. Громкое признание. Бундесвер жестко критикует идею европейцев. Мигрантов просят на выход. В России заявляют, что иностранцы как рабочая сила нужны лишь на время. Дальше вон из страны. Резкое решение. Казахстан приводит ПВО в режим повышенной готовности. Приняты меры из-за вторжения в республику. Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядков». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Как всегда, жду ваших комментариев и ответов на мои вопросы. Пожалуйста, поддержите лайком и поделитесь видео на своих страницах в соцсетях. Время начать. Украинские женщины не должны прятаться за спинами мужчин и могли бы спокойно найти свое место для службы в ВСУ. В Украине вновь зазвучала тема учета и возможной мобилизации женщин. Глава Совета резервистов сухопутных войск заявил, что женская служба – дело добровольное, но разговоры о ней должны быть честными и без истерики. По его словам, учет женщин по определенным специальностям – это не дискриминация, а здравый смысл. Речь идет о профессиях, которые особенно нужны армии во время мобилизации. Медики, бухгалтеры, юристы, IT-специалисты. Тимочка подчеркнул, что вопрос не в том, чтобы заменить мужчин женщинами на производстве или на фронте, а в том, чтобы грамотно использовать человеческий ресурс. Он добавил, что многие женщины уже служат, и это давно перестало быть чем-то экзотическим, и признался, что его супруга также служит. И я постоянно говорю, чем меньше женщины будут прятаться за спиной мужчин, тем меньше будет голосов за принудительный призыв женщин. Это одна сторона вопроса. Об этом нужно говорить открыто и обсуждать. Если мы будем молчать, противник будет сеять между нами раздор и панику. Во многих странах женщины служат в вооруженных силах. Израиль, скандинавские государства, Австрия, даже некоторые арабские государства. Там не делают трагедии из того, что женщина проходит службу. В Украине и России обсуждают поход армии РФ на Херсон. Это город на юге страны, который сейчас полностью находится под контролем Украины, но Россия считает его своим после включения всей области в Конституцию РФ. Российские паблики со ссылкой на Минобороны и государственное издание ТАСС пишут, что ВС РФ форсировали Днепр и теперь все ближе к Херсону. В сети появились кадры, как утверждается, снятые в Херсонской области. Разведчики и десантники группировки войск «Днепр» провели успешную операцию по форсированию Днепра и захвату плацдарма на острове Карантинный. Z-паблики со ссылкой на Минобороны пишут, что установить контроль над островом помогли внезапные действия ВС РФ. В то же время ВСУ заявляют, что береговая линия под полным контролем и русской пехоты на правом берегу нет. У врага нет никаких шансов осуществить переправу или закрепиться на правом берегу. Их успехи существуют только в интернете, а не в реальности. 34-я бригада держит Херсон. Берег под нашим контролем. Мы на позициях, и мы остаемся здесь. В то же время российское издание ТАСС, которое одним из первых сообщило об успешной высадке российских войск на острове Карантинный под Херсоном, уже извинилось перед читателями и удалило публикацию. Причина – решение Минобороны. Новость с заголовком «ТАСС». ВС РФ успешно высадились на карантинном острове Херсоне. Выпущенная 22 октября в 19 часов 1 минута по московскому времени аннулируется в связи с отзывом информации Министерством обороны РФ. Силы НАТО подняты по тревоге. Литва обвиняет Россию в нарушении воздушного пространства. В Вильнюсе заявляют, 2 российских самолета Су-30 и Ил-78 залетели на 700 метров вглубь страны у города Кибартой. Нарушение длилось 18 секунд, но этого хватило, чтобы НАТО приняло решение о поднятии в небо испанских истребителей Еврофайтер Тайфун. Премьер Литвы назвала Россию террористическим государством, а президент Науседа заявил, что такие инциденты становятся системными и требуют усиления защиты неба над страной. В то же время Лондон готовится сбивать дроны и не исключает отправку войск в Украину. Великобритания объявила о разработке новых полномочий, которые позволяют военным уничтожать неопознанные дроны над своими военными базами. Об этом заявил министр обороны Джон Хилли. По его словам, новые юридические меры уже разрабатываются и будут внесены в закон о вооруженных силах.
Мир возможен. И если президент Трамп сможет достичь мира, мы будем готовы помочь обеспечить его в долгосрочной перспективе. Для этого нужно инвестировать и готовить наши силы к развертыванию. Кир Стармер уже заявил, что, если потребуется, он готов рассмотреть возможность присутствия британских войск на земле в Украине. Я уже ускорил выделение миллионов фунтов для подготовки к любому возможному развертыванию в случае мира. И я ожидаю, что стоимость этого превысит 100 миллиардов фунтов стерлингов. Европейская стена дронов не спасет Европу. Громкое признание. Министр обороны Германии заявляет, что планы ЕС и НАТО построить вдоль восточных границ дроновую стену не будет панацеей. Писториус называет проект нереалистичным и уточняет, что просто невозможно создать непроницаемую систему на всем протяжении границы с Россией, Белоруссией и Украиной. Даже самые современные электронные укрепления не удержат все беспилотники. Это дроновая стена. Очень амбициозный проект. Не нужно слишком завышать ожидания. Непробиваемая дроновая стена, которую нельзя преодолеть, пока нереалистична. Но она может сократить количество дронов во время потенциальной атаки. Тем временем мы должны продолжать защищать все воздушное пространство НАТО. Особое беспокойство вызывает дисбаланс в экономике противодействия дронам. Сбить один российский беспилотник за 10 тысяч фунтов может стоить НАТО миллионы, пишет The Times. Авторы уточняют, что на каждую дешевую герань уходят ракеты по цене от 300 тысяч до 4 миллионов фунтов. Эксперты опасаются, что в случае войны Россия просто завалит Европу массами дешевых беспилотников. Орбан обвинил Европу в колониальных планах по разделу Украины и отказался от союзов с Киевом. Премьер-министр Венгрии вновь идет против ЕС. Он считает, что за словами о поддержке Украины в Европе уже обсуждается ее раздел. Он также считает, что Украина утратила суверенитет и больше не является ни независимой, ни автономной. Орбан вновь повторил, что Венгрия поддерживает партнерство с Украиной, но категорически против ее членства в военных и экономических альянсах ЕС, считая, что это втянет Европу в войну с Россией и разрушит экономику региона. Выступление Орбана прозвучало в Будапеште перед тысячами участников Марша мира и стало попыткой укрепить внутреннюю поддержку после сорванного саммита Трамп-Путин, пишет Рейтер. Принести войну в Европу, выкачать деньги в Украину – это старая логика колониальных держав. Разделяй ослабленные государства. Они говорят о поддержке Украины, но на деле обсуждают ее раздел. Так происходит уже веками. Миллиарды, выделяемые Украине, для них не потерянные деньги, а инвестиция. Для них война не ужас, а возможность купить страну, разделить страну. Во время войны это дешевле всего. Украина давно перестала быть суверенной, независимой и уж точно не является автономной. Отмечу, что между Будапештом и Киевом напряжение не падает. Венгерский премьер в сентябре делал похожее заявление, но тогда он уверял, что Украину хотят разделить Россия и ЕС на 3 части – российскую, демилитаризованную и западную. Новые санкции США не изменят военных планов Путина. Россия давно готовилась к такому удару. Об этом пишет западная пресса. Москва заявила, что выработала иммунитет к западным санкциям и предупредила, что попытка Вашингтона повторить политику прежних администраций обернется провалом. Нью-Йорк Таймс пишет, что Кремль готов нести потери ради достижения целей. Однако некоторые аналитики в России предсказали, что новые меры окажут ограниченное воздействие. Они отметили, что Россия научилась уклоняться от ограничений, используя флот из сотен старых судов, не застрахованных западными компаниями, и проводя транзакции через подставные компании в третьих странах. Поскольку Россия обеспечивает около 9% мировых продаж нефти, любые ограничения на ее экспорт сократят предложение и повысят цены, создавая стимулы для дальнейшего обхода санкций. Однако санкции против России уже стали определенным ударом для Китая. Нефтяные госкомпании приостановили закупки российской нефти. Пекин уже осудил действия Трампа и назвал санкции не имеющими под собой международно-правовой основы. Резкое падение спроса на нефть со стороны 2 крупнейших покупателей России создаст давление на нефтяные доходы Москвы и заставит крупнейших мировых импортеров искать альтернативные источники поставок, что приведет к росту мировых цен. Обсуждаются сейчас и санкции ЕС. Помимо того, что под запретом теперь газ, нефть, банки, рестрикции коснулись даже пластиковых и санитарных изделий, ванн, унитазов и раковин. Эти ограничения высмеял Путин. То, что отменили приобретение наших унитазов, это им дорого обойдется, они им, в общем-то, мне кажется, были бы нужны.
сегодняшней ситуации. В то же время Путин ответил Трампу. Американский президент, напомню, ввел санкции против РФ с требованием к Путину остановить войну. В Кремле заявили, что готовы к встрече с американским президентом и признали будущие потери от санкций США, заявив, что будут определенные последствия. Действия Трампа были названы попыткой оказать давление на РФ. Ко всему обсуждалось накануне и изъятие замороженных российских активов. Зеленский заявил, что Украина планирует использовать эти деньги для производства оружия дальностью до 3000 километров. Моя позиция заключается в том, что, прежде всего, мы должны использовать любые российские деньги для украинского производства и его увеличения. Это дешевле и быстрее. И мы говорим, в первую очередь, о дальнобойных средствах. Это касается дронов. Это касается систем радиоэлектронной борьбы и ракет. Однако в Москву полетело другое послание. Зеленский призывает европейцев передать Киеву американские ракеты «Томагавк» из запасов стран Европы для дальнейших ударов по территории России. Путин ответил Зеленскому на это так. Это попытка эскалации, но если таким оружием будут наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают. Друзья, как считаете, до чего все дойдет? Какие у вас ощущения? Напишите, пожалуйста, свой вариант развития событий под этим видео. И да, накануне не просил вас поддержать меня лайком, а сегодня вновь обращаюсь. Поднажмите, пожалуйста. И также приглашаю вас подписаться на канал, а я продолжаю. Учения НАТО по защите от нападения завершились настоящей перестрелкой. Немцы ударили по своим. Все произошло в Германии, где стартовали крупные военные учения Бундесвера под кодовым названием Marshall Power. Полиция перепутала маневр с реальным нападением и открыла огонь по солдатам. Инцидент произошел в баварском городе Эрдинг, где местные жители заметили вооруженных людей и вызвали полицию. На место прибыл спецназ с вертолетом и, увидев военных с оружием, решил, что это настоящая угроза. Как выяснилось, полицейские не были предупреждены об учениях НАТО, хотя те проводились официально и с участием 800 военнослужащих и 14 экстренных служб. По данным СМИ, военные Бундесвера приняли прибывших полицейских за игровых противников и открыли по ним учебный огонь. В ответ полиция выстрелила уже по-настоящему и ранила одного из солдат. Пострадавший получил легкое ранение и был выписан из больницы, но сам эпизод вызвал немало неловких вопросов. В учениях участвуют более 800 военнослужащих Бундесвера, а также силы 14 гражданских спасательных организаций и органов безопасности, таких как полиция, техническая служба помощи, спасательные службы или пожарные. Целью является отработка взаимодействия между военными и гражданскими силами. Бундесвер называет учения стресс-тестом. В ходе учений отрабатывается сценарий нападения на страну НАТО, предусмотренный Уставом Альянса. Новое видео ограбления Лувра с помощью немецкого подъемника стало новым материалом в уголовном деле. При этом ограбление музея на 88 миллионов евро неожиданно принесло прибыль не только ворам. Немецкий производитель подъемников Бёккер, чья техника помогла злоумышленникам проникнуть в музей, запустил шуточную рекламу, которая моментально разлетелась по соцсетям. Немцы на фото с их фирменным подъемником Агило, который стоит перед Лувром, добавили подпись «Когда нужно, быстро». Гендиректор компании Александр Бёккер признался, что узнал об ограблении из новостей, и когда стало ясно, что никто не пострадал, решил воспользоваться моментом. Идею придумала его жена. Пост мгновенно стал вирусным, и компания подчеркивает, к преступлению они отношения не имеют, но реклама, похоже, сработала лучше любого маркетингового плана. Тем временем Лувр снова открыл двери, а французские власти пересматривают систему безопасности музеев. Должен сказать, что мы очень внимательно следили за этим. И в основном реакция была очень хорошей. Многие люди поняли юмор, и мы даже получили отзывы из-за границы. Мол, эй, у вас, немцев, все-таки есть чувство юмора. Некоторые, конечно, не одобрили. В том числе были комментарии из Франции, где мы не продвигали это активно. Но подавляющая реакция, как в интернете, так и среди моих сотрудников, была положительной. Мигрантов просят на выход. В России заявляют, что иностранцы, которые приезжают в страну на заработки, не должны оседать в РФ, а после выполненной работы приказано собрать вещи и отправляться домой. Резкое заявление сделал Медведев. Он заявил, что Россия пересматривает подход к трудовой миграции. РФ нужна эффективная система организованного набора мигрантов, которая позволит избежать конфликтов и снизить напряженность в обществе. Согласно поручениям Путина, ключевая роль в этой сфере теперь передана Министерству внутренних дел.
В Совбезе РФ дали понять, мигрант нужен России лишь на время, отработал и уехал. Напомню, ранее в России предложили запретить семьям мигрантов селиться в России. Нужно, чтобы все, кто находится у нас, строго следовали условиям того договора, на основании которого они въехали, ну и, соответственно, покидали ее территорию, когда задачи выполнены. Это позволит предотвращать конфликты и снимать напряженность в обществе. Она достаточно серьезная, как вы знаете, по этому поводу. Ну и сводить к минимуму нагрузку на социальную сферу и здравоохранение, что тоже известно и наблюдается в целом ряде регионов. Казахстан приводит ПВО в режим повышенной готовности. Приняты меры по усилению контроля за тем, что происходит в воздушном пространстве республики. Причина – взрыв на границе с Россией, как заявляется, беспилотного летательного аппарата неизвестного происхождения. Это была цитата. Дрон рухнул и взорвался накануне в глухой местности Бурлинского района, вдали от жилых поселков. Несмотря на это, Астана инициировала масштабную проверку, чтобы выяснить обстоятельства инцидента и, далее цитата, происхождение объекта. В то же время в сети уже опубликованы кадры БПЛА, на нем надписи на украинском языке. Отмечается, что во время взрыва этого дрона в Казахстане в соседней России был введен план-ковер из-за налета беспилотников. В Украине пока никак не реагировали на это событие. Друзья, на этом все. Спасибо за просмотр. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.